пациента. Подозрение на рак желудка с метастазами в печень. Биопсия ЗНО не выявила, анализы крови в норме, кроме СОИ-20. Нужно второе мнение по КТ. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 56 лет. Дата исследования – 7 декабря 2020 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, слева в С9 выявлен характерный мягкотканный очаг размером 21 на 22 на 17 мм, с неровной инвазивным контуром. Печень увеличена КРП 203 мм, КРЛ 50 мм, контуры нечеткие и неровные, нативная плотность плюс 24 плюс 70 Хаунсфилда. На этом фоне субдиафрагмально выявлены немногочисленные гиподенсные очаги, плотностью до плюс 28 Хаунсфилда, гиповаскулярные при введении контраста. Размерами 25 на 30 мм, по передней поверхности правой доли, по задней 22 на 15 мм, 21 на 12 мм, 21 на 10 мм и немногочисленный диаметром до 10 мм, также с субкапсулярным расположением. В С5 очаг 45 на 19 мм, по висцеральной поверхности печени очаги до 29 на 27 мм. В С8 киста диаметром 7 мм. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, неправильной формы, компримирован за счет рядом расположенного образования, нельзя исключить инвазии опухоли в стенке желчного пузыря. Рентген-контрастные конкременты достоверно не определяются. Поджелудочное железо, в области головки определяется неоднородное мягкотканное образование с неровным бугристым контуром, аксиальным размером 78 на 62 мм, нативной плотности плюс 46 плюс 54 Хаунсфилда. В артериальную и венозную фазу сканирования образование активно, неравномерно копит контраст. Создается впечатление об инвазии опухоли в висцеральную поверхность печени и стенки желчного пузыря. Тело поджелудочной железы увеличено до 38 мм, хвост до 35 мм с признаками инвазии в стенку желудка по малой кривизне. Парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована. Правый купол диафрагмы неравномерно утолщен до 12 мм, по всей видимости за счет секундарного поражения. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурная. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Селезенка увеличена 131 на 60 мм, с четкими, ровными контурами без рджа контрастных очагов. Визуализируются многочисленные мезентериальные, параковальные и параортальные лимфоузлы размером до 19 на 16 мм. В малом тазу умеренное количество свободной жидкости. Заключение: КТ-картина более характера для образования поджелудочной железы, секундарного поражения легких, печени, диафрагмы, желудка, выпада в малом тазу, лимфаденопатии живота. Гепатоспленомегалии, диффузные изменения ткани печени, киста печени. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. К сожалению, результаты КТ достаточно однозначны и говорят о большой опухоли поджелудочной железы, которая дала метастазы в легкие, печень, лимфоузлы живота. Также, по всей видимости, в процесс вовлечен желчный пузырь, диафрагма, желудок. В малом тазу скопление жидкости, что также неблагоприятный симптом. Такие опухоли обычно лечат химиотерапией. Вам нужно проконсультироваться у онколога.